Привет, сегодня с нами Андрей Берников. Привет, Андрей. Привет. Мы знаем тебя как доктора политологии, специалиста по общественным движениям, технологиям, но вот недавно у тебя появилась новая должность представитель Латвии в Европейском космическом агентстве. То есть, правильно ли я понимаю, что теперь ты главное лицо, ты главный ответственный за весь латвийский космос? Ну, не совсем так. Во-первых, не недавно, я там уже больше 2 лет в Так. это работаю. Я работаю там в конкретном комитете, он называется Комитет индустриальной политики, и не главное лицо, а член делегации, Мгм. поскольку есть и руководитель делегации, я один из делегаций, которые там примерно около 8 человек, насколько я помню. Мы раскиданы просто по разным комитетам, и Мгм. там каждый занимается своей какой-то Ну работой. вот смотри, для обывателя, наверное, непонятно, ведь Латвия не запускает космических кораблей, Латвия там не отправляет космонавтов на Международную космическую станцию, и, наверное, обычный человек спросит, ну а что тогда, какое отношение, собственно, Латвия имеет к космосу? В чем, как она там проявлена? Ну вот, если говорить конкретно про Латвию, есть, да, я согласен, что в этих миссиях конкретно Латвия не участвует, но космос не ограничивается этими миссиями. Во-первых, Латвия участвует даже в каких-то разработках, которые существенны для этих миссий. Например, Мгм. одна из таких сильных тем Латвии — так называемые эти умные материалы, smart materials, там, Мгм. по-английски, наверное, можно перевести как умные материалы. Это всевозможные материалы, которые выдерживают там определенную радиацию, которые выдерживают экстремальную температуру. Они нужны для кораблестроения, и здесь Латвия довольно представлена хорошо, я бы сказал. Но еще больший сектор, который касается вообще не только Латвии, а в целом космической индустрии, это работа с данными, которые получаются из космоса, которые получены из Мгм. космоса. То есть они часто даже направлены для того, чтобы улучшить не саму космическую среду или как-то ее больше исследовать, хотя эти аспекты тоже там значительны, но при помощи вот маленьких спутников получать данные о Земле и улучшать что-то здесь. И этот сектор, он приблизительно в 30 раз больше того сектора, ну, сектор экономики космической, Мгм. который как раз занимается вот запуском ракет. Потому что сегодня данные, они очень важны для использования, для улучшения, не знаю, только коммуникации на Земле. Ну, да, GPS — это один из ярких примеров. И в основном вот такая категория, которая называется Earth Observation, это наблюдение за Землей, Да. это практически один из доминирующих секторов, где могут участвовать даже не космические державы. Это очень интересно, потому что ведь в медийном пространстве доминируют сегодня такие мейнстримовые идеи, как, например, там Илон Маск со своими полетами на Марс, как освоение далеких планет, освоение там той же Луны, и даже то, что я видел там, готовясь к этому разговору, что, в общем, основная цель сегодня мировых держав — это захват каких-то удобных мест для добычи полезных ископаемых в космосе, будь то астероиды, там, какие-то полезные ископаемые на Луне и так далее. А ты говоришь, что оказывается, большая, львиная доля вот этой космической экономики, она направлена наоборот на Землю, а не туда, в глубины космоса. Ну, именно так. Просто эти, наверное, такого рода новости, они наиболее интересны для широкого круга читателей. Потому что Мгм. действительно одно дело, что запускается какая-то махина в космос, другое дело, что вроде делается при помощи тех же маленьких спутников, то, что и так вроде бы делается и без них. То есть анализ данных, он сейчас происходит везде, просто, ну, что изменилось, что если раньше все делало, ну, все было в руках государств, и государства действительно запускали эти здоровые спутники Мгм. для разных целей, Мгм. скажем так, то сегодня очень много что отдано частному сектору. И, кстати, тоже проблема, поскольку существует вот эта одна из важных рисков для вообще не только для космоса, но и в целом для Земли — это проблема космического мусора. Но сегодня существует вот эта возможность запускать малюсенькие спутники.
И эти спутники, они, как правило, измеряют, ну, всякого рода процессы, как и в космосе, так и они считывают с Земли. То есть при этой помощи можно даже более эффективно, не знаю, измерять движение транспорта по Земле и там, скажем, как-то его прогнозировать. Это тоже делать при помощи спутников 5G, Мгм. 6G связаны со спутниковой системой напрямую. Там, скажем, всевозможные там использование лесов, изучение океана, это все связано с космосом сегодня. И вот именно там как М. раз могут участвовать и маленькие компании, стартапы со всего мира. И для этого делает сама же космическая агентура, регулярно устраивает хакатоны, где можно подать заявку, участвовать. И не исключено, что твой маленький стартап, где могут быть 3 студента, он даже может быть потом получить какую-то коммерциализацию. Хотя здесь надо учитывать, что требования к космическим технологиям, они часто гораздо выше, особенно если это связано с миссиями. Ну смотри, мы ведь помним, что вообще все освоение космоса, оно начиналось как исключительно военная история. И доминанта военных и военных чиновников, и военных технологий, и военных составляющих государств, она по-прежнему там остается. На твой взгляд, она теряет свой удельный вес, теряет влияние, выравнивается какой-то баланс между теми самыми студентами, о которых ты сказал, между гражданскими нуждами космоса и все-таки той по-прежнему остающейся огромной военной составляющей в космосе. Я думаю, что это военная составляющая, или как она может трактоваться еще как космос для там, защиты, для э, не знаю, для усиления безопасности. Это одна до сих пор из доминирующих тем. Я думаю, что единственное, что вот с ней сегодня конкурирует, это вот это sustainability, долгосрочность, наверное, или устойчивость еще Мгм. космического развития. Это вот Мгм. стало сегодня такой тоже модной темой. Но вот этот defense, он до сих пор один из определяющих в космической индустрии. Другой вопрос, что здесь, если говорить о влиянии, до конца это и неизвестно, насколько вот военный сектор действительно все контролирует. Не исключено, что от того, что вот стартапы участвуют во всяких разработках, что они тоже могут использованы быть военным сектором, потому что военные делают свои вот эти хакатоны, и есть даже свои фонды, Ничего которые, себе. которые призывают. Да, То в есть этом такие плане секретные хакатоны, где собираются военные нет. чиновники из разных Они стран, не да? обязательно секретные, потому что никто не делится какой-то важной информацией с ними. Просто Мгм. хакатон-то просто дается какое-то задание решить какую-то проблему, и там никто не представляет данные какого-то секретного значения, Мгм. чтобы какие-то стартапы, которые вне системы, могли эти данные использовать. Там скорее просто если этот стартап разработает что-то нужное для военно-космической индустрии, и он участвует в таком плане мероприятий, то просто потом уже будут дальше там проверять, насколько можно их использовать Мгм. дальше. То есть здесь вопрос, здесь трудно ответить, поскольку у нас нет этой информации, насколько, допустим, военные эту повестку определяют, но факт тот, что демократизация проходит в том роде, что сегодня для нужд военной индустрии могут использоваться в том числе и стартапы, и студенты. Раньше это, наверное, были какая-то концентрация в закрытых лабораториях. Мгм. Сегодня используется человеческий ресурс в широком смысле. И это касается любых технологий, по сути дела. Это не только здесь военные отличаются чем-то от других секторов. Сегодня очень много что разрабатывается вот при помощи этих хакатонов, привлечения молодых умов, а удержать что-то в рамках каких-то корпораций, делать только в лабораториях крупных университетов — это тенденция вчерашнего дня. Ага, то есть все уже в этом смысле демократизировано довольно существенно. Да, в том числе и космос, в том числе изучение океана. То есть понятно, что и Министерство обороны в разных странах, оно тоже привлекает студенчество разного рода. Понятно, что когда это доходит вопрос до какой-то секретной информации, тут совсем другие критерии включаются, но дать возможность разработать, выиграть в каком-то конкурсе, разработав технологии, которые может полезно военному сектору, здесь привлекаются уже широкие массы талантливых людей.
Да. Но и дальше, если они уже попадают к сотрудничеству с военными, у них просто уже там допуски секретности, и Ну, они уже конечно. просто не рассказывают нам Да. о дальнейшей Да, да, своей. да. Ну, да, вот и подытожив это двумя словами, можно сказать, что двумя предложениями, М, что военный сектор, он просто понял, что лучшие решения не всегда можно разработать в закрытой системе, мгм. а легче привлечь просто талантливых людей отовсюду. И уже, а как уже это использовать дальше в конкретных стратегических целях, в целях безопасности, это уже здесь включается совсем другой процесс. Хорошо, немножко сузим разговор. Вот простой такой прикладной аспект. Интернет, Starlink или по типу Starlink, когда на орбите огромная группировка спутников, их много, значит, и в идеале, вот как мы это себе мыслим и мечтаем, значит, у нас у всех будет доступный свободный интернет, который не будет регулироваться государством. Мы с любого устройства заходим, нам классно, у нас абсолютно такая свободный доступ к любой информации. Вот это так будет или как это будет? Да, трудно предугадать. На самом деле, я думаю, что так просто все не будет, поскольку вообще тенденция пошла немножко в обратную сторону. Какое-то время было доминирование того, что эти вещи не нужно регулировать, то есть чем мы больше дадим свободу, я не знаю, разработчикам, корпорациям, частному сектору в целом, тем лучше, тем прогресс будет быстрее. Сегодня понятно, что вот совсем отдать на откуп бесконтрольно частному сектору, это создает разные риски. Это не обязательно риски безопасности, это могут риски экологические быть и всякого другого рода. И поэтому вопрос регулирования снова на повестке дня. И поэтому вот это слово, которое употребил, sustainability, по сути дела, есть и другие, английский там responsible innovation, но как ответственная То есть инновации, инновация, да. sustainability, по-моему, это можно как такое, ну, тоже социально ответственная такая устойчивость, да, Мгм. какое-то развитие перевести. Это сегодня становится не только таким важным темой, это вообще мейнстримом становится. И сегодня, скорее всего, уходит клиент это все более регулировать. Поэтому тут будет зависеть, что от того, когда будет очевидно, есть от этого риски или нет. Если это будет как-то угрожать безопасности, то будет, соответственно, регулирование. А предсказать трудно, поскольку вообще сам сектор инноваций, он и называется сектором инноваций, поскольку там какое-либо прогнозирование практически невозможно. Завтра Мгм. может появиться что-то новое, которое перевернет все. И оно может быть как создать новые риски, так и создать новые возможности. Что самое в сфере инноваций самое интересное, но и в то же самое, что является самым огромным вызовом, это то, что там трудно что-либо прогнозировать, и огромный элемент неопределенности. И в этом смысле все и парламенты, и европейские структуры балансируют на грани того, что много регулирования, они останавливают развитие, Да. скажем, там стопорятся процессы, невозможно тестировать новые технологии, но нехватка регулирования часто создает какие-то риски, потому что частные компании, они все-таки не несут такой публичной ответственности, как государственные компании, и здесь поэтому этот баланс вечно будет такой Мгм. нечеткий. Ну вот мы как раз подошли к вопросу правового регулирования. Я хотел бы чуть-чуть еще заглянуть. Мы поговорили о том, как космические технологии вот на Земле сейчас на благо человечества вроде как работают, да, или должны работать. А если заглянуть в далекий космос и в перспективы освоения космоса человечеством, потому что мы видим, что все крупные державы, Япония, Индия, Китай, США, значит, Арабские Эмираты заявили о том, что на уровне государств приняли декларации за последние там 5-7 лет о том, что они планируют освоение других планет. Значит, Китай там заявил о базах на Луне в течение 15 лет. Там даже это как-то было написано у них в документах, что это будет великое омоложение китайской нации. Там. В общем, каждое государство так или иначе это планирует. И экономисты говорят о том, что, в общем, это освоение, оно экономически перспективно, поскольку там можно будет дешевле, чем на Земле, добывать полезные ископаемые, достаточно уникальные, необходимые на Земле. И вот как ты видишь эту регуляцию правовую?
как там будет? Там будет какой-то дикий космический капитализм, там какие-то звездные войны будут за эти ресурсы? Или мы все-таки сможем принять какой-то билли о космических правах или хартию о правах в космосе, и, значит, как-то цивилизованно там оно будет работать на благо всех людей, а не только на благо корпораций или условного там Абрамовича с Дерипаской на Луне, которые будут добывать литий там весь. Я думаю, что схожая будет ситуация, как и с экологией. То есть пока какая-то красная кнопка не загорится, ну, я имею в виду красная кнопка, что какая-то опасность, это естественный такой, ну, ход событий, что и не только компании, но и какие-то державы могут пытаться впрыгнуть, пока этого регулирования нету. И не только нет регулирования, но и понимания, каким это риском может привести. И это совершенно объяснимо, почему пока регулирование нечеткое, там и ринулись туда определенные акторы, скажем, Мгм. и видят там какой-то экономический потенциал, и более того, этот экономический потенциал может быть всячески обосновываться. Но, как правило, опять же, если появятся существенные риски, то там разные варианты развития. Вот какой-то там пакт мировой или общеевропейский, я думаю, к этому придет, когда будет осознанная ситуация. Мгм. Схожим ну, образом было вот это Парижское соглашение, когда вот тоже был, ну, это по экологии. О климате. О Мгм. климате, да. То есть э, тоже созревали очень долго, пока проблемы не были осознаны до конца, пока там спорили вообще, есть ли это потепление или нету, то есть разные там между собой там и консерваторы с либералами Да, да. об этом спорили и считали, что там либералы и демократы все преувеличивают. Это все тормозилось, страны, ну, так называемого третьего мира, вообще об этих аспектах не заботились, но сейчас вроде бы вот общим каким-то мировым усилием пришли к какому-то соглашению, кто-то там еще не включается, но все равно работает над этим, ведется, и видно, что какой-то консенсус, но все-таки есть приближение к нему. Я думаю, что здесь будет та же ситуация. Просто эта тема настолько пока еще далека не только от нас с тобой, но и далека от обсуждения в каких-то парламентах. То есть я Мгм. думаю, что если мы спросим, не знаю, вот мы сейчас в Эстонии находимся, депутатов об этой проблеме, он не будет понимать, о чем вообще речь, о чем его Мгм. спрашивают, не говоря уже о том, что широкие массы вообще об этом не знают, и журналисты об этом не пишут. Важно, чтобы проблема была актуализирована. Пока они не говорят, пока нет какого-то общественного давления, общественного сознания этой проблемы, будут впрыгивать, будут безответственно относиться. Тут скорее риски, что Мгм. будут ковать железо пока горячо, и Ну это да. действительно может создать какую-то проблему. Регулирование всегда запаздывает. Ну, оно потом приходит. Здесь важно, чтобы регулирование не ушло в другую сторону и, наоборот, не ограничивает прогресс, потому что бывает перегиб потом в другую сторону. Мгм. Но вещь динамичная. Мы живем в динамичном мире, и что-либо предсказать не только на там, 5 лет вперед, но и на месяц вперед очень трудно. Мне почему-то кажется, что все это будет, потому что я вот всегда в плане космоса опираюсь на писателей-фантастов, которые писали там, не знаю, ну, 150 лет назад, 50 лет назад. Ведь все, что мы сейчас имеем как предметы обихода, те же самые там планшетные компьютеры, я не знаю, там Сигвей, на которых мы ездим, это же все было описано 100 лет назад у фантастов. Поэтому, мне кажется, добыча каких-то полезных ископаемых и колоний на Луне, они все-таки случатся. Это точно, что случается. У тебя вопрос был, наверное, в какое-то, ну, механизмы такие институциональные вырастет. Ну да. Или как там, институционные, институциональные, даже не знаю, как по-русски правильно это сказать. Ну, Но да, будет ли институциализация да, этих да. вещей, как в Это правовом плане? непонятно. Я скорее говорю о влиянии вот истеблишмента на эти процессы, а Мгм. то, что эти вещи будут происходить, это я уверен, что это будет уже совсем скоро. Ну, а хотя бы сейчас наметки какие-то есть? Вот ты в своей работе по космическим программам, вот ты сказал, да, там Латвия делает материалы, да, высокотехнологичные для космоса. А есть какие-то проекты, вот, которые точно можно определить как направленные на освоение вот других планет? Вот они вот эти вот стартапы или эти проекты точно будут задействованы там? Ну, в таком открытом
аспекте, как ты показал, что это добыча ископаемых, нет, такого я не помню. Все-таки мой комитет занимается именно программами поддержки для разных предприятий, которые в этом задействованы. И там доминируют пока такие вещи, связанные все-таки с сегодняшней повесткой, Мгм. а не повестка, которая там придет, может быть, в течение ближайших лет, это, возможно, появится. Мгм. Потому что есть еще и комитеты, которые занимаются более стратегическими вопросами развития. И я больше занимаюсь, работаю над текучкой, скажем так. Мгм. У нас все гораздо пока более банально. То есть, не знаю, вот то же самое наблюдение над Землей, грубо говоря, добавить такие вот аспекты, те вычеркнуть, и пока Мгм. это связано с такими вещами, которые все-таки нам понятны. Это больше из области футуризма, но я думаю, что это придет. В общем, у вас более пока приземленный космос такой, реалистичный, да? Ну да, потому что это все-таки такая более бюрократическая Мгм. структура, она, как сказать, вот все эти вещи связаны с какими-то миссиями, визиями, визионерским взглядом на вещи. Мгм. Это все-таки скорее даже предпринимательская штука. Вот Мгм. Маск об этом однозначно мечтает о таких вещах. Я думаю, еще визионеры по всему, я думаю, стартапы такие есть. Бюрократы, они все-таки администрируют больше сегодняшний день и так далеко не смотрят. А Европейская космическая агентура, она все-таки бюрократическая структура Ну, ты сам больше. для себя понимаешь, сколько у Маска хайпа в его заявлениях про полеты на Марс, а сколько реальной бизнес-основы, скажем, экономической? Ну, понимаю, не всегда, поскольку, может быть, я не так глубоко, скажем, погружен в эти вещи, как он все-таки этим интересуется, честно говоря, больше меня, потому что космос — это одно из дел, которые я делаю, но это занимает, может, 5% моего Ага. времени. Все-таки у меня это не основная работа, это я просто эти заседания нашего комитета происходят нечасто, скажем Мгм. так. И хайпа у него однозначно много. Маск этим и известен, что он такой, я бы не сказал даже, что нестандартный предприниматель, а скорее даже он в каком-то Эксцентричный, скорее, эксцентричный, да, но предприниматель. предпринимателей таких сегодня много. Мгм. Это 10 лет назад, это, может, считалось плохим тоном, и это не все себе позволяли. Сегодня в эру социальных сетей как раз такой стиль, он по-своему и хорош. Поэтому хайпа много. Но и многие его вещи, как показывает реальная практика, его проекты, они начинались как визионерские, но он добивался своего Мгм. результата. Поэтому я бы э, относился вполне с интересом к его этим идеям. Интересом в том смысле, что как визионерские вещи, они могут казаться сначала фантастическими, но не исключено, что он приблизит их к реальному воплощению, беря во внимание его энергию. И Мгм. я, в принципе, когда он что-то заявляет такое, несмотря на то, что хайповая составляющая есть, воспринимаю как достаточно серьезную идею, которую он не исключено, что и будет воплощать, Мгм. подключая все свои ресурсы. Ну, по мере актуализации космической повестки, я думаю, что и вот я так чувствую на будущее, что и время, ты сказал, сегодня ты уделяешь примерно 5% своего времени. Наверное, это время, которое ты будешь уделять этим проектам, может, и в твоем удельный вес его в твоем графике будет расти. Ну, может быть, да, потому что, в принципе, ну, космическая индустрия, она многообещающая, но Ам, как бы, пока двигают это несколько стран, грубо говоря, да, которые Мгм. могут выделять на это дело громадные бюджеты. Мгм. Э, Многие страны больше здесь являются все-таки последователями, нежели двигателями всего этого Да. прогресса, но им важно быть частью этого процесса, чтобы не выпадать. И в этом смысле понятно, что вот такие вот, да, даже с точки зрения трудоустройства, обеспечить много рабочих мест, чтобы работая там в космической агентуре, вот в какой-то балтийской стране, это даже незачем пока. Но Мгм. важно следовать процессам, важно быть задействованным и при возможности подключаться, использовать это для интересов собственной страны. Вот такой подход
в данный момент, ну, для наших вот небольших стран, это Это что Латвия, что Эстония, прагматичный такой. это разумный, Мгм. разумный подход. Слишком много ресурсов, туда пока и нет Мгм. смысла даже вкладывать. Окей, спасибо большое, Андрей. Андрей Бердников с нами был сегодня, делегат от Латвии в Европейском космическом агентстве. Ну, Спасибо. сегодня эту одну ипостась Андрея выделим, ну а все остальные вы можете видеть на канале Андрея в других выпусках. Спасибо. Меня зовут Артем Остапенко, я провел эту беседу.